Привет, друзья! Рада вас видеть! Сегодня на уроке мы поговорим о кратких прилагательных в русском языке. Что такое краткие прилагательные? Как говорит само их название, краткие значит короткие. И почему короткие? Потому что у них короче окончание, чем у полных прилагательных. Полные прилагательные в русском языке всегда имеют в окончании две буквы. Например, красивая девушка. А краткие прилагательные в женском роде, среднем роде, во множественном числе имеют только одну букву. Например, девушка красива, это красиво, они красивы, а в мужском роде вообще прилагательное не имеет окончания. Например, он реально красив. На конце ничего нет. Почему так происходит? В мужском роде кратких прилагательных нет окончания, потому что когда-то, еще до реформы русского языка, на конце слова после согласной был твердый знак, который назывался «ер». И когда его убрали, то получилось слово без окончания. И так образовалась форма мужского рода. Например, он реально красив. Краткие прилагательные в русском языке не изменяются по падежам. То есть они стоят только в именительном падеже всегда. И сам этот факт ограничивает их использование. Поэтому краткие прилагательные не слишком часто используются в современном русском языке. Первая группа – это те краткие прилагательные, которые мы образуем от полных прилагательных, убирая их окончания и добавляя окончания кратких прилагательных. Например, белый, бел в мужском роде нет никакого окончания, просто убрали окончание мужского рода. Белая, бела, белое, бело и белые, белы. Тоже обратите, пожалуйста, внимание на изменение ударения. Это не всегда так происходит, но часто ударение меняется. Например, он красивый, но он красив. Она красивая, она красива. Оно красивое, оно красиво. Они красивые, они красивы. Здесь ударение не переходит, не перемещается внутри слова. Важно помнить, что краткие формы прилагательных можно образовать только от тех прилагательных, которые обозначают качество предмета, цвет, размер, внешний вид. Да, это может быть красивый, красив, зеленый, зелен. Хотя я бы так не сказала, честно вам скажу. Но форма существует, и она правильная. Широкий, широк. Это одна группа этих кратких прилагательных, которые, я считаю, не так часто используются в русском языке, особенно в русском разговорном языке, то есть в общении с друзьями, со знакомыми, на работе. Гораздо чаще используются в книгах. Это да.
Но в разговорах я бы не сказала. Есть вторая категория этих кратких прилагательных, которые очень часто стоят в определенной форме и могут иметь форму полную, могут ее не иметь, но именно в такой краткой форме они очень часто употребляются. И я пройдусь с вами по списку, назову эти краткие прилагательные, потому что мы их используем очень часто. И первое такое слово – это слово «рад», «рада» или «мы рады». В среднем роде оно радо, скорее так не скажем. Это слово я говорю вам на каждом уроке. Я рада вас видеть. Мы рады вас снова увидеть. Второе слово должен. Он должен заплатить нам деньги. Она должна ему позвонить. Третье слово обязан. Вы обязаны мне помочь. Он обязан заплатить по счетам. Следующее слово готов или готова. Я готова тебе помочь. Мы готовы действовать. Дальше намерен, намеренно, намерены. Мы не намерены продавать дом. Он намерен продать машину. Дальше слова, без которых реально невозможно представить разговор. Это слова уверен, я уверена, он выиграет. Мы уверены, что доведем этот проект до конца с успехом. Мы уверены, что достигнем высокого результата. Согласен. Я с тобой полностью согласен. Или мы с вами абсолютно не согласны. Друзья, вы знаете, что я стараюсь найти для вас фразы и выражения, которые мы реально используем в речи. То есть мы так говорим. Это не просто какие-то странные формулировки, которые существуют, но никто их не использует. Есть определенная группа кратких прилагательных, которые очень активно используются в русском языке в очень специфическом контексте. И это такой контекст, когда мы говорим об одежде или об обуви, то мы используем очень часто краткие прилагательные. То есть мы используем краткие прилагательные для характеристики нашей одежды, чтобы показать, что какая-то вещь слишком велика, велико или велик, мало, малы, мал и так далее. Широки, узки, тесны, коротки. Например, мама, эти ботинки мне малы. И это значит, что они слишком маленькие. Очень часто мы тоже говорим, эта обувь мне тесна, что значит, что жмет, в ней неудобно ходить. Значение очень похожее. Ботинки малы, тесны. Если мы говорим об одежде, то можно сказать, это платье мне коротко, что значит, что слишком короткое для меня. Этот пиджак мне велик, что значит, что он слишком большой для меня. Эти брюки ему широки, что значит,
что слишком широкие для него. И, друзья, это использование кратких прилагательных в русском языке невероятно частотно. То есть, когда мы говорим об одежде и характеризуем ее, мы постоянно используем эти формы. Мама, мне малы эти ботинки, давай купим новые. Я приготовила для вас несколько контекстов и формулировок, в которых, опять-таки, мы используем краткие прилагательные. И первое выражение, в котором выступает краткое прилагательное, будьте добры. Принесите, пожалуйста, поднос. Будь добр, ответь на звонок. Это немножко устаревшая, но очень красивая форма сказать «пожалуйста». Будь добр, помоги с этим. Будьте добры, мы говорим к человеку, к которому обращаемся на «вы», или к группе людей. Будь добр, говорим одному человеку, нашему другу, например. Будь добра, подержи ключи. Будь добра, подержи дверь. Еще одно выражение, которое мы слышим невероятно часто, это «будь осторожен» или «будьте осторожны». Будь осторожен, смотри под ноги. Будьте осторожны, это злая собака. Следующая конструкция, уже синтаксическая, в которой мы используем краткие прилагательные, это конструкция, выражающая восхищение, восторг. Например, как чудесно было утро, как красивы были розы, как прекрасен был закат. Еще одна грамматическая конструкция, в которой часто используется прилагательное в краткой форме, это что-то или кто-то был слишком, дальше краткое прилагательное, чтобы. Например, она слишком горда, чтобы на это согласиться. Они слишком незрелы, чтобы понять реальную причину происшествия. Мы слишком умны, чтобы отказаться от этой возможности. Я слишком голоден, чтобы решать важные задачи. Мы слишком дружны, чтобы обижаться друг на друга по пустякам. И еще одно выражение с краткими прилагательными, а вернее больше пословица. То есть это выражение, которое мы используем как характеристику ситуации. Мы используем в качестве ответа на какую-то реплику. Чем богаты, тем и рады. Что значит, мы даем все, что у нас есть, и так часто говорят гостям. Например, мы не ждали гостей, они пришли, и мы делимся тем, что у нас есть в холодильнике. Чем богаты, тем и рады. Друзья, будьте добры, если видео вам понравилось, и вы знаете кого-то, кто изучает русский язык, поделитесь, пожалуйста, этим видео. И до встречи на следующих уроках. Пока!